Миллионы фанатов видят в нем короля романтики с безупречной улыбкой, но мало кто знает, что за этим блеском скрываются годы унизительной нищеты и долгов, которые казались бесконечными. Когда другие дети мечтали об игрушках, он считал копейки, чтобы его мама не осталась голодной. Сегодня мы заглянем по ту сторону кадра, туда, где Чжи Чан Ука сражался не со злодеями в кино, а с самой жизнью. Это история о сыне, который превратил свою боль в успех. Почему он до сих пор боится возвращаться в прошлое? И какую цену он заплатил за то, чтобы его мама больше никогда не плакала? Детство Чжи Чан Ука оборвалось в тот момент, когда в их доме воцарилась противоестественная тишина. Смерть отца стала для маленького мальчика не просто личной трагедией, а ледяным душем реальности, к которой никто не был готов. В один миг мир, казавшийся стабильным, рухнул, оставив после себя лишь горький привкус одиночества и страха. Видя, как его мать угасает от горя, Чжи Чан Ука осознал нечто пугающее для ребенка. Он больше не может позволить себе быть просто маленьким сыном. Теперь он единственный мужчина в семье, единственная опора для женщины, которая потеряла смысл жизни. Эта пустота в доме навсегда поселилась и в его сердце, став тем самым болезненным триггером, который заставлял его бежать вперед, даже когда силы были на исходе. Именно тогда, в тени утраты, начал коваться его стальной характер. После похорон отца на пороге их дома возникла новая, куда более осязаемая угроза – кредиторы. Смерть кормильца вскрыла пугающую правду. Семья Чжи Чан Ука была погребена под лавиной долгов, о которых мальчик раньше и не догадывался. Каждое утро начиналось не с завтрака, а с мучительных расчетов, хватит ли сегодня денег на рис. Мать актера, пытаясь спасти сына от голода, бралась за самую грязную и тяжелую работу, возвращаясь домой за полночь с трясущимися от усталости руками. Маленький Чан Ука видел это и задыхался от собственного бессилия. Они жили в крошечной, холодной квартире, где стены, казалось, давили на них своим серым безмолвием. Именно в те годы он научился скрывать свои желания и мечты, понимая, что в мире, где правит нужда, право на радость нужно заслужить. Тень долгов преследовала его по пятам, заставляя давать себе клятву, чего бы это ни стоило, он вытащит мать из этого ада. Пока сверстники Чжи Чан Ука наслаждались юностью и строили планы на свидание, он познавал цену каждой монеты через пот и мозоли. Чтобы хоть немного облегчить участь матери, будущий кумир миллионов брался за любую работу, от которой другие воротили нос. Ранним утром он мог разносить газеты, дрожа от пронизывающего ветра, а вечером надрывать спину, подрабатывая грузчиком или помощником на стройке. Бывали дни, когда его обед состоял лишь из дешевой лапши, съеденной в спешке на холодном тротуаре. Мало кто из его нынешних коллег знает, что этот безупречный актер когда-то смывал грязь с рук после смены на стройплощадке, мечтая лишь о том, чтобы у мамы сегодня не болело сердце от мыслей о деньгах. Каждая заработанная копейка сразу уходила в счет тех самых бесконечных долгов. В этой суровой школе жизни он понял, успех не падает с неба, его нужно вырвать у судьбы зубами, не обращая внимания на усталость и унижение. Единственный раз в жизни Чжи Чан Ука позволил себе пойти наперекор самому дорогому человеку. Когда он объявил матери, что хочет стать актером, в ее глазах он увидел не поддержку, а настоящий ужас. Мать, пережившая нищету, мечтала для сына о стабильности, о профессии, которая гарантировала бы ему сытый желудок и спокойный сон. Актерство же казалось ей опасной иллюзией, очередным путем к разорению. Их дом наполнился тяжелыми спорами и горькими слезами. Мать умоляла его одуматься, а он, разрываясь от боли за ее чувства, впервые проявил пугающее упрямство. Этот конфликт стал для него тяжелым испытанием. Каждый его успех в учебе на актерском факультете был омрачен молчаливым неодобрением дома. Он чувствовал себя предателем, но в глубине души знал, только став великим актером, он сможет дать матери ту жизнь, которую она заслужила. Это был бунт ради любви, самый рискованный и болезненный шаг в его биографии. Первые шаги в индустрии стали для Чжи Чан Ука затяжным прыжком в бездну. Обладая яркой внешностью и талантом, он, тем не менее, раз за разом слышал на кастингах сухое «нет». В мире, где за каждой дверью стояли сотни таких же амбициозных парней, его личная драма никого не волновала.
Деньги, отложенные с тяжелых подработок, таяли на глазах, а новых ролей все не было. Он возвращался в свою пустую, холодную комнату, чувствуя, как внутри нарастает паника. Неужели мать была права, и он просто теряет время? Бывали моменты, когда отчаяние становилось настолько густым, что хотелось все бросить и вернуться на стройку, где хотя бы платили честно. Каждый провал на пробах бил по его самооценке, словно физический удар, но хуже всего было возвращаться домой и видеть в глазах матери немой вопрос. Этот период стал настоящим испытанием на прочность, когда талант казался бесполезным грузом, а мечта о большом экране – жестокой насмешкой судьбы. Долгожданный прорыв пришел к Джи Чан-уку, когда он был уже на грани истощения. Роль в дораме «Улыбнись, Дон Хэ» сделала его узнаваемым, но мало кто знал, что за экранным успехом скрывался человек, который все еще боялся завтрашнего дня. Даже когда его имя начали печатать в газетах, он продолжал жить в режиме жесточайшей экономии. Первые серьезные гонорары не принесли ему радости обладания, он не покупал себе дорогих вещей или машин. Каждая вона до последней монеты уходила на погашение тех самых старых семейных долгов, которые годами душили его мать. Он буквально выкупал свою свободу и спокойствие самого близкого человека. В те моменты, когда фанаты восхищались его игрой, сам актер чувствовал лишь колоссальное облегчение от того, что кредиторы больше не постучат в их дверь. Его триумф не был вспышкой тщеславия, это был тихий выдох человека, который наконец смог расправить плечи. Но старые шрамы нищеты все еще давали о себе знать, напоминая, как хрупок этот успех. Став суперзвездой, Джи Чан-ука столкнулся с новым, еще более изощренным испытанием, оглушительным одиночеством на самой вершине. Пока мир рукоплескал его таланту, он продолжал нести в себе привычку скрывать любую слабость. Слишком долго он был единственной опорой для матери, слишком долго не имел права на слезы, и эта броня стала его второй кожей. Даже достигнув невероятных высот, актер признавался, что часто чувствует себя потерянным среди вспышек камер. Он панически боялся, что этот успех – лишь сон, который может оборваться в любую секунду, вернув его в ту холодную квартиру из прошлого. Публика видела безупречного кумира, но за закрытыми дверями он оставался тем самым мальчиком, который привык рассчитывать только на себя. Слава не излечила его от старых страхов, она лишь сделала их более масштабными. Его улыбка на красных дорожках часто была лишь профессиональной маской, за которой скрывался человек, все еще ищущий истинное спокойствие и право просто быть слабым. Тот день, когда Джи Чан-ука полностью закрыл последний семейный долг, стал для него важнее любой кинопремии. Это было не просто финансовое обязательство, а священное обещание, данное самому себе в детстве у постели плачущей матери. Когда он наконец смог сказать ей: «Мама, теперь мы никому ничего не должны», в их доме впервые за десятилетия воцарилась не пугающая, а благословенная тишина. Он купил матери новый дом, наполнив его светом и теплом, о которых они не смели мечтать в годы подвальной жизни. Актер признавался, что его самая большая гордость – не миллионы подписчиков, а возможность видеть свою маму спокойной и счастливой. Он стал для своего народа живым воплощением сыновней почтительности, доказав, что истинный успех измеряется не личным комфортом, а благополучием тех, кто верил в тебя, когда у тебя не было ничего. Это было возвращение долга не только банку, но и самой судьбе, которая так долго испытывала их на прочность, но в итоге отступила перед его преданностью. Несмотря на роскошные апартаменты и статус иконы Халлю, Джи Чан-ука до сих пор признается, что тени прошлого не покинули его окончательно. Психологические шрамы, полученные в годы борьбы за выживание, оказались глубже, чем он ожидал. Успех принес комфорт, но не избавил от привычки тревожиться о будущем. Даже сегодня он склонен к чрезмерной экономии на себе и порой чувствует вину за то, что имеет так много, когда другие страдают. Он часто выбирает одиночество вместо шумных вечеринок, предпочитая тихие прогулки или время с матерью. Его душа, закаленная в суровых испытаниях, все еще остро реагирует на любую несправедливость. Он понимает, что золото наград не залечит раны ребенка, который когда-то считал копейки на хлеб. Эти шрамы – его вечное напоминание о том, откуда он пришел, и та самая цена, которую он платит за свою исключительность. Он научился жить с этой болью,
превратив ее в топливо для своего творчества, но тихий страх потерять все до сих пор иногда посещает его по ночам. Путь Чжи Чан-ука – это не просто сказка о Золушке в мужском обличье, это суровый манифест несгибаемой воли. Его история учит нас, обстоятельства – это лишь декорации, которые мы вольны сменить, если хватит смелости идти до конца. Он доказал, что самая темная ночь всегда сменяется рассветом, если твоим компасом служит любовь и ответственность перед близкими. Сегодня, глядя на этого уверенного в себе мужчину, мы видим не просто талантливого актера, а воина, который победил нищету, страх и собственное бессилие. Его жизнь напоминает каждому из нас: даже когда мир рушится, у тебя остается право выбора – сдаться или начать ковать свой характер в пламени испытаний. Чжи Чан-ука выбрал борьбу и победил, оставшись при этом человеком с открытым сердцем. Его успех – это напоминание о том, что истинное величие начинается не с первой роли, а с первого честного поступка ради тех, кого ты любишь. И этот урок достоин того, чтобы стать финальным кадром в истории каждого из нас.